Привет, мои дорогие! У нас сегодня пятница, 13, и сегодня у меня день лютейший трэшака полон, девочки. У меня сегодня шизофреник, девушка шизофреник, и я ей сейчас занимаюсь, отложила все свои дела, потому что как раз день для того, чтобы заниматься шизофренией, девочки. Там все, там полный фарш, там голоса, женские какие-то крики. И второе, ну, там вопросы, почему, зачем, делай так, делай этак. Ну, вот, кстати, ну, пока мы с вами будем сейчас делать ритуал, но все-таки я так немножко скажу, да, к чему этот весь ритуал. Пятница 13 сегодня, сейчас объясню, что это у нас за день такой. Почему я именно шизофренией занималась. И что такое шизофрения? Это подселенец. Подселенец. Причем иногда это конкретная лярва такая, которая вызывает шизофрению, а иногда, когда это слуховые, визуальные галлюцинации идут, да, то это, она мне сегодня рассказывала, что она видит, да, и я просто брала в руки, в кулачки свои щеки, девочки, и уши, и все это сжимала на самом деле, потому что там не лярва, там далеко не лярва. И у меня сегодня, вот я сейчас, почему я с опозданием к ночи так это все собрала делать, не к вечеру, а к ночи. Соответственно, и этот ритуал выйдет ночью, но можно его смотреть и дальше, мои дорогие, да, на следующий день, и потом, и в любой, в принципе, день, не привязываясь к определенной луне. К определенной луне мы привязываемся, когда мы делаем это сами. А когда вы делаете это со мной, мои дорогие, я это делаю за вас. И у нас сегодня будет с вами в пятницу 13-ю уборка, генеральная уборка, мои дорогие, пятничная, не чистый четверг, у нас чистая пятница, черная чистая пятница сегодня ждет. Когда бы вы этот ритуал не смотрели в любой другой день, у вас началась чистая черная пятница. Мы сегодня убираем порчу, мы сегодня убираем с глаз, и мы убираем с вами лярв, мои дорогие. Если у кого-то есть, кстати, насчет шизофрении, я тоже хочу с вами как-то отдельно поговорить, но там будет много такого с работ моих, да, поэтому я в открытом доступе не буду, уж извините, выкладывать, да, потому что мне хочется не в общих словах вам что-то рассказать, а хочется рассказать о том, как это попадается, да, и примеры на конкретных людях. И поэтому некоторые люди все-таки хотят от меня какой-то анонимности, и я эту анонимность соблюдаю, никого никогда ничего не выдаю, но как примеры хочется что-то рассказать, и чтобы не попадались лишние такие вот комментарии людей, просто забредших сюда, да, а мы все в спонсорстве, в нашем ведьмовском сообществе, в закрытом, да, потому что некоторые удавятся. Нет, я не говорю про всех, но именно про определенных, которые, например, пытаются там где-то что-то повторять, и они не испытывают ко мне хороших чувств, да, они завидуют, они гадостей каких-то даже мне там желают, да, это есть, девочки, это там у кого-то это можно рассказывать, это про хейт в ютубе, там еще что-то, но специально для этих людей у меня есть спонсорство, закрытая дверь на замок, через которую они не проходят. Ну, а сейчас у нас будет для всех, мои дорогие, у нас будет чистая пятница, чистая черная по черному пятница. И после этого видео выйдет видео с моим этим набором, который сейчас здесь будет для вас участвовать. Точнее, я бы сказала, он где-то частично, где-то не частично. Все-таки это онлайн-ритуал. Ну что, смотрите, мои дорогие, вы видите перед собой круглое зеркало. В этом круглом зеркале отражается, немножко видно, там черная моя пентаграмма, которая висит на стене. Но и, к сожалению, вам попало тут, девочки, кондиционер. Почему он висит над пентаграммой? Потому что это у меня и алтарный стол, и стол для съемок. Я много чего тут делаю, да, у меня много тут чего есть в шуфлядах.
в моих всех этих все хранится, да, у меня столько полок, что мама дорогая. И сейчас мы будем с вами делать. Пентаграмма должна отражаться. Дальше. Вот это вот золотая россыпь землицы. Это вот такая, девочки, земля черная. Это не песочек с могил. Это именно земля с кладбища. Не с определенной могилы, а именно кладбищенская земля. Потому что я беру с мужской могилы, с женской, с неизвестной, с известной. И трали-вали, тили-тили, да. Но сейчас у нас именно для вас, мои котики дорогие, для вас мы, как воробушки, будем, как говорится, купаться и чистить перья. И это все у нас здесь на зеркале. Дальше, мои дорогие, сегодня пятница 13. И что это такое? Мы сегодня будем с определенным бесом работать. Я не буду его сейчас упоминать. Я думаю, что вы все-таки можете прочитать это, что тут написано на печати. Может быть, немножко коряво, но все же. И об этом ритуале я вам расскажу поподробнее в следующем видео. И тут специально я, вот знаете, как и говорят, там handmade, да, сделано руками, там все. Я еще помечаю интересные дни. Не везде, но все же, да. И так как я буду это использовать, это будет у меня в наборах. Я специально, девочки, аж палец мне болит уже рисовать, да. Но вот специально максимальное количество, которое я могу, я еще дорисую. Сделано в пятницу 13-ю. И тут написала: 6-й лунный день, растущая луна, бесы. Ой, простите, весы, мои дорогие, да? Дальше. Вот эта печать демона, черного демона. О нем я расскажу попозже, чтобы здесь больше сэкономить время. Но это демон, который помогает нам снимать, мои дорогие, всякую гадость. Это демон молчаливый. Он не говорит, и с ним не надо разговаривать. Он, как говорится, все понимает от вибрации, от той вибрации, которую вы несете. Причем девушка с шизофренией, да, которая сегодня у меня была, она просто трясется, да. И я вот понимаю, что вот эта вот вибрация, которая вот страх, стрессовые какие-то эмоции, которые мы чувствуем, мы, когда здоровые люди, мы не трясемся, да. Но когда трясутся руки, когда трясется голова, когда бегают глаза, когда выпадает язык, да, я не про эпилепсию сейчас говорю, но вот такие вот моменты идут, когда человек, извините меня, да, обсыкается или еще что-то происходит с ним. Это все, когда на нем уже крепко что-то сидит. И поэтому я с ней работаю, с тем, с чем буду сейчас работать с вами я. Мы будем с вами снимать порчи, сглазы, проклятия, лярв и шизоидные такие атаки, я бы даже сказала. Вы помните, что это не внутри вас сидит, это то, что вас атакуют. И сейчас мы эту атаку будем снимать. И причем тут знак. Сегодня просто для этого день супер крутой, да, супер крутой. Шестой лунный день, растущая луна. Это когда мы выживаем, понимаете? Мы именно не убываем, негативные последствия не убираем, да, а мы именно растем. Мы растем и выталкиваем своей растущей душой всякое говно, которое в нас сидит. Весы. 6-й день весы. Весы, вы знаете, тут на весах, короче, двоечка. С одной стороны чаша, с другой стороны чаша, да. Шестерочка. Шестерочка переворачивается в девяточку. Девяточка в шестерочку. 666 переворачивается в 999. Вы можете увидеть много любителей черных магий, которые любят это все устанавливать на номера своих автомобилей, да. Номера такие интересные можете видеть. В общем, а 13 почему так популярно? Почему так популярна пятница 13? Потому что 13 это не есть, мои дорогие, просто число. Число Таро смерти и все остальное. Это сигил. 1 и 3 повторяет определенный сигил.
И мы с вами будем использовать, мои дорогие, вот такую вот волчью свечу. Обратите внимание, что внутри она черная, это черный воск, внутри черная восковая свеча. Потом она идет в таком мешочке. Тут вот правда не особо видно, но, конечно же, на ней реально не видно, но чуть-чуть только вот здесь выпускает. Это все идет такая вот льняная оплетка, маканная в красный вар восковой с семенами чиа. Но сейчас я не буду рассказывать, да. Ссылка на другое видео будет в описании тогда, когда я его загружу, мои дорогие. То есть, может быть, даже немножко не сегодня, но вы увидите. Это, угадайте что? Гвозди. Правильно, девочки, это гвозди, это медные гвозди. Медь очень и очень хороший проводник. Ну, конечно, серебро, медь, золото, девочки, это самое лучшее, да, что является проводником. Ну, конечно, железо тоже, но железо, оно больше с кровью. То есть, когда мы работаем с чем-то железным, с ножами, с гвоздями железными, с иголками, все это имеет отношение к крови. Сейчас у нас немножко здесь по-другому. Кровь у нас здесь обозначена семенами чиа, белый чиа, кое-что еще и красного цвета. Красная волна. Я думаю, что вы знаете, что такое красный цвет. Ультракрасный, инфракрасный. Какая длина у него волны в физике, да? И эту волну видят высшие силы. Будем их сегодня так называть. Дальше вы здесь можете видеть и такую связку. Это специальные тоже такие узлы, перемотка для вот этих 4 гвоздей. Почему не 5 гвоздей в честь пентаграммы, а 4, мои дорогие? Потому что мы так будем открывать и пути, и дороги. Перекресток. Перекресток. Причем мы его не изображаем как именно перекресток здесь. Мы его делаем параллельно, да, те пути, по которым вы, ну, не можете никак пойти, ну, не можете, да. А когда мы будем сжигать свечу, мы будем развязывать эти ваши узлы на путях, дорогах, перепутаны эти узлы, и они сами будут складываться в ваш перекресток. Понимаете? И дальше вы можете здесь видеть, мои дорогие, кое-что еще беленькое такое. Видите? Угадайте, что это? Это волчий зуб. Волчий зубок. Про него я тоже расскажу в другом видео, чтобы здесь, потому что если тут буду просто рассказывать вам о том, что, где, чего значит, да, это видео будет на 3 часа. Наша цель сейчас сделать ритуал, мои дорогие. Поэтому у нас участвует здесь свеча волчья с гвоздями. А знаете, еще такое выражение, и мое любимое тоже, кстати, про гвозди. Гвоздей тебе в ноги, ни пути, ни дороги. Но я думаю, это все знают. Слышали, девочки, звук? Это у меня кот так потянулся во сне. Что-то ему снится сейчас в пятницу 13 такое. И у нас будет, девочки, с вами сегодня красная зажигалка, которой я уже, кстати, давно не пользовалась. Ну что, сигил готов к работе с печатью демона, созданы мной прямо перед тем, как делать ритуал, практически, да, то есть сегодня, в пятницу 13-го. Дальше свеча, мои дорогие, с волчьим зубом. И я его не просто тут так для красоты сделала, да, это не то, что моя прихоть и все остальное. О том, почему зуб сверху, расскажу вам в следующем видео. Земля кладбищенская на зеркале. Зеркало у нас находится видео перед вами. Вы в нем не отражаетесь, и я в нем не отражаюсь. В нем отражается пентаграммочка. Пятница. 5 пента. 5-й день. Кстати, я и в пятницу тоже родилась. И всех поздравляю, кто в пятницу родился. А у кого сегодня день рождения, я поздравляю, поздравляю, поздравляю. И всех ведьмочек, всех вас поздравляю с этим праздником, мои дорогие. Да, такой вот немножко языческий, ведьмовской праздник. Пятница 13-е. Ну что, поехали. Что мы будем делать, котики мои? А мы будем с вами сейчас
зажигать свечу. Посмотрите на конец этой свечи. Именно сюда посмотрите. На клык, на зуб смотрите. Просто смотрите своими глазками. Бесу не надо сейчас говорить, что вы хотите снять, от чего вы хотите избавиться. Он сам все увидит через это зеркало, в котором вы не отражаетесь. Он все сам увидит. Смотрите на зуб. Не скрещивайте ноги и не скрещивайте руки. Развяжите на себе эти узлы. И сейчас мы будем снимать с вас все зло, которое к вам занесено, заметено метелками чужими на вашу территорию. Чтобы вы плохого и злого кому не сделали, мы все это уберем. Все ваши обратки, все ваши наказания, все ваши болезни. И когда вы невиновны, тем более. Если вы слышите голоса, если вы идете не по своему пути, не говорите своими словами, не чувствуете, не видите, не слышите, кто-то вас перебивает, мы это все наматываем сейчас на эту свечу. Наматываю гадости эти все. Смотрите на клык, на волчий зубик. Этим зубиком мы будем колоть гадких ваших врагов, нечисть всякую. Убирать это все, наведенное с вас. И пусть они знают, что была эта пятница 13-я, и мы были вместе против них всех. Смотрите, как интересно. Вы не видите, девочки, как интересно горит зуб. Видите? Дымок пошел от зуба. Да, это настоящий зуб лесного дикого волка. А теперь просто смотрите на эту свечу. И я с вас наматываю на эту свечу, на этот огонь, на этот зуб. Все с вас гадости наматываю, 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 наматываю. Обратите внимание, кто к вам сейчас может постучиться, позвонит, придет. Голоса, может быть, за окном. Просто примите к сведению. Наматываю.
Я пока вот с вами разговариваю, да, мой кот сейчас, если вы слышали, так начинает копать. Он даже сам начинает сейчас искать, что-то копает там. Так что на него не будем отвлекаться. Наматываю на этот огонь. Мы еще работаем с вами. Наматываю все ваши гадости, все ваши неудачи, все плохое, все злое, все лихое на эту свечу. Наматываю. Вы от этого всего избавитесь. Как свеча догорит, как я ее затушу, так я дверь закрою. И никто через эту дверь, ни ведьма, ни колдун, ни маг, ни магиня, никто не пройдет ни через какой эгрегор, потому что будете вы закрыты от всего. Ну все, у нас упал наш зубик, мы его не трогаем. Намотали. Знаете, мне сейчас завоняло каким-то, я не знаю, таким гнилым чем-то. А теперь собрались, мои дорогие. И то, что с вас накапало, мы откапываем в зеркало. Через мертвых, через кладбищенскую землю, через беса, который мертв. Мы все это убираем с вас. Убираю с вас чужую гниль, чужие запахи, чужие голоса, чужую зависть, чужую злобу, чужую месть. И открываю вам все счастливые дороги, чтобы вы шли по жизни и ни в чем не нуждались никогда. И ничего не боялись никогда. И пусть всех накажет бес, имя которого я здесь не называю. Он сам себя назовет, когда придет к вашим врагам. Всем, что на тебя кто-то что-то делал, он ко всем придет. Двуликий, трехликий. В разных ипостасях. Человеком, собакой, котом, волком, лисой, птицей придет к врагам твоим. И им уже намотает все, что я намотала на эту свечу. У меня сейчас такой жар пошел, вот именно там, знаете, в солнечном сплетении. У самой так аж вспыхнуло. Так, 4 гвоздя у нас ушло. И сейчас мы обкатаем свечу. Ты, падла, не хочешь. Не, дорогой, ты у нас получишь. Ты получишь по заслугам. И сгоришь в этом огне, и оживешь. И придешь туда, куда я тебя позову. А придешь ты туда, к
к врагам, кто наматывал на эту свечу все свои невзгоды, к тем покажешь, как ты умеешь работать. А после того, как ты поработаешь, ты уйдешь опять вниз. В землю пойдешь опять, откуда пришел. На кладбище свое пойдешь. С меня, девочки, тоже сейчас что-то выходит. Я вот чувствую, что со сплетения у меня что-то поднимается вверх. Такое, знаете, я даже чувствую, что это у меня какой-то, как шар какой-то идет. Металлический шар. А вы что чувствуете? Напишите то, что вы чувствуете, или то, что вы чувствовали. Может, вам еще что-то идет. А вот это то, что вы видите. Сейчас оно уже тут докипит, да? И вот этот ошметок. И смотрите, что у нас тут получилось. У нас получилось задание. Сожженная сигилла. Сигилла, черный сигил сожженный. То есть мы передали бесу, имя которого я здесь сейчас не называю. Но чтобы вы не знали, чтобы он сам узнал. Он должен узнать ваших врагов, понимаете? А не поименно их перечислять. Когда мы называем имя демона, мы перечисляем поименно. Когда мы не называем имя демона, мы не называем поименно наших врагов. Он сам себя назовет, когда он пойдет. Кровь вы видите. И тело вы видите, земля. И обратите внимание, я не тушила здесь водой, потому что мы его здесь именно не оживляем. И ритуал, когда я делаю для вас онлайн, я делаю его для вас, чтобы вы ничего не делали. И он отличается от того ритуала, когда я даю свечи или еще что-нибудь людям, которые делают это сами. Когда мы делаем сами, он немножко отличается по технике. И сегодня, девочки, представляете, у меня такой интересный момент был. Но я тоже о нем подробнее потом расскажу. Сегодня я отдала посылки для того, чтобы их занесли на почту. Ну, это мои посылки, которые я шлю, да. И я сегодня, цена такая была 66.66. То есть, ну, у меня в наших рублях, в нашей валюте 66,66. Я вам даже покажу фотку этого чека, да. И на почте операционист такая очень сильно хихикала, да, что типа пятница 13 и цена 66.66. Это ж надо же так попасть, да. И мне звонит курьер и говорит там типа, ну вот цена 66,66. Я говорю, а что вы хотели? Это Ведьмовская почта в пятницу 13-ю. Какое может быть другое число? Вот такие дела. Так что сегодня и откуп, мои дорогие, тоже был. И все они видят. И знаки они свои показывают. И если вы их не видите, значит, их видит кто-то другой. Понимаете? Все, мои дорогие, желаю вам большого счастья. Ведьмочкам моим дорогим хорошей работы. Людям, кто болеет, девочкам, выздоровления от всех ваших горестей, несчастий и болезней желаю. Желаю кому-то родить ребеночка, кто хочет. Желаю найти вторую половинку, кто желает и хочет. Желаю, чтобы вы были счастливыми, светящимися, блестящими звездочками, мои дорогие. И, кстати, что у нас сегодня? А у нас сегодня звездопад. Какие-то Персеи или кто там, девочки. Это в Санкт-Петербурге видно, да. А в других местах не особо видно. Но я тоже хочу сегодня посмотреть. Может, что увижу. Пойду где-то после 3 часов ночи на ночную свою прогулку.
Люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все получается. И я за вас пальчики держу. Вы для меня вообще огромная сила, девочки. И вместе мы сила. И чем, как говорится, больше нас здесь смотрит, да, тем сильнее наш с вами ритуал. Потому что он общий. Это наш с вами эгрегор. Понимаете? Эгрегор. Все, котики мои. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.